Здравствуйте. Давненько у нас не было новостей. Причин несколько. Сейчас E3, где показывают кучу синглов, и до ММО как таковым людям нет дела. Там вон Starfield с Elder Ring'ом показали. Так что на ММО поприще пока довольно тихо. Ну и вторая причина, что у меня нет особо времени. Во-первых, у меня тест Creation один за другим. Недавно вот в Осаде участвовал. Расскажу об этом уже на этой неделе. Думаю, к пятнице, но скорее всего ближе к выходным. В общем, ждите ролик. Ну и обзор на World of Warcraft, видос по близам. Все это в работы много, масштаб работы просто какой-то фантастический, вы даже не представляете насколько. В июле будет полный разнос. Но есть на самом деле пара новостей, которые я бы очень хотел с вами обсудить. Так что я напомню, что меня зовут Даниил, и вы на канале Котей. И это подборка самых интересных новостей ММО-сегмента за последнее время, в которой я вам расскажу про релиз Crowfall, который уже скоро, но на это всем насрать, про новое обновление Clatro, просто потому что мне так захотелось, пару слов про релиз Phantasy Star Online New Genesis, конечно. Но главная новость это то, что Final Fantasy обошла World of Warcraft по онлайну. Но на самом деле нет, это фейк, но вы этим фактом наоборот будете расстроены. Почему? Объясню дальше по ходу, сразу после слова нашего старого доброго спонсора. Perfect World — это легендарная MMORPG. Ее музыка, ее мир и геймплей. И в первую очередь люди, что в нее играли. Считаешь, что те времена уже не вернуть? Добро пожаловать на ZPV, лучший сервер Perfect World версии 1.3.6. Это самая настоящая и неподдельная классика на родном и настоящем ядре ванильной версии. 3 расы, 6 классов, досконально и кропотливо перенесенный геймплей и баланс классических версий, уникальный геймдизайн и игровые особенности, которых ты уже не увидишь в старших версиях ПВ, а также крайне приятная и классическая система построения контента в игре, которая позволяет тебе развиваться даже если ты крайне занятой человек. Честная и прозрачная монетизация, отсутствие дисбаланса во внутриигровом магазине, высокий и стабильный онлайн без учета котиков, а также живая экономика. Ну и конечно регулярные ГВГ, турниры, конкурсы и ивенты, грамотная администрация и очень низкие системные требования. Все это доступно тебе совершенно бесплатно по ссылке в описании. zpv.ru. Это твоя история. Твой идеальный мир. Значит так по порядку. Crowfall. В этом году я выпускал ролик, где рассказывал, что игру ждать по сути бессмысленно. Бета по качеству как альфа. В игре по сути ни хрена так и не реализовали из обещаний, не хватило у них ни денег, ни скилла. Но надо признать, ребята довольно отчаянные и, в отличие от каких-нибудь Хроник Элирии, не планируют бросать работу над своим детищем. Причем, что самое забавное, они решили отправить игру в релиз. 6 июля состоится релиз Crowfall на Западе. RAW-версия выйдет в конце июля примерно. Отставание не сильно критичное, но как бы да, смысла во всем этом абсолютно нет никакого. Игра выйдет, окей, в нее полетят тонны хайпажоров, правда в этот раз без меня, хе-хе. Может даже кто-то на серьезных щах захочет делать обзор, контент по игре, но скорее всего нет. И проект на старте обречен, это я вам говорю 100%. Может онлайн на старте и будет каким-нибудь копеечным, но в итоге через месяц уже в игре будет игроков не особо больше, чем сейчас. А причина проста, игра безумно сырая. Изначально с провальным концептом, многие механики слишком перезамороченные для такой маленькой студии и таких низких бюджетов. И по факту в игре даже половины от задуманного так и не реализовали. Графон плохо, оптимизация плохо, боевка плохо, контента нет, половина фишек тупо рудиментарна. Да кроме этого, на релизе еще и VIP в игре появится. Подписка, да. Они снизили цену на базовое издание Crowfall, теперь оно стоит не $50, а 40. Но в игре появится подписка за $15. Сколько у нас она будет стоить пока хз. И этот VIP дает вам всякие игровые бонусы, типа больше валюты, слотов и прочего вот этого вот говна. Вроде бы ничего дисбалансного относительно, но это было довольно неожиданно, как мне кажется, и это еще один гвоздь в крышку гроба. Жаль, безусловно, но знаете, после тестов Creation я начал еще сильнее осознавать, насколько это адский труд делать MMORPG. Если у тебя нет огромных средств, лямов это 50 и хорошей команды человек 100 для начала, тебе в этом сегменте делать просто нечего. Из Crowfall могла получиться довольно неплохая сессионка, возможно, но амбиции сгубили проект. Но игра хотя бы существует, хотя бы в таком виде. И кто знает, может лет через 10 они доведут ее до ума, если она не схлопнется раньше. Опять же вспоминаю историю с Хрониками Элирии. Сделаю-ка я, наверное, отдельный видос по ней, это довольно интересная история.
Тут состоялся релиз Phantasy Star Online 2 New Genesis, и, как я предполагал, игра запустилась далеко не идеально. На старте люди начали испытывать огромные проблемы с лагами, пинга просто бешено скакала, сам клиент с технической точки зрения оказался дико корявый, но и контента в игре пока что очень мало, хотя это было ожидаемо. В общем, запуск действительно своеобразный. Но лично я считаю, что не стоит быть настолько предвзятым к этой игре, и многие уже списывают ее со счетов. Не стоит. Начнем с того, что Sega на данный момент компания не самая богатая. Спасибо Microsoft, что им бабла подкинули, сейчас вон хоть все якудзы в геймпассе. И ремейк игры на новом движке для такой компании это очень круто. И в дальнейшей перспективе это будет одна из лучших ММО дрочилин. Как бы крутая оригинальная PSO 2 для своего времени не была, да и сейчас она довольно интересная. Я считаю, что ей просто надо дать время немножко починиться, обрасти контентом, потому что само по себе кор-механика игры очень интересная, сеттинг добротный, да и игра с точки зрения фарма и гринда не шибко утомляет. Есть, конечно, некоторая душность, присущая ПСО, но не то чтобы сильно. В общем, можно поздравить Сегу, что они по факту справились. Самая сложная часть позади, теперь просто нужно дождаться обнов. А если кто-то будет ныть про недостаток контента, его во всех ММО на старте очень мало. Идите вон оригинал попробуйте, может вам понравится. И знаете, не только у Сеги дела идут более-менее неплохо. Недавно на Латро вышло самое крупное обновление в этом году – Кровь Азога. Меня очень забавляет сам факт, что Латро пророчили смерть 1000 раз на протяжении его существования. Но она умудрилась пережить конкурента от Amazon, переоткрывается на русском языке относительно скоро. Они недавно пересмотрели политику легендарных серверов и продолжили развивать эту идею. И, конечно, регулярно клепают обновления. В этом обновлении в Латро дали новый рейд «Падение Казадума». Плюс в игре появилась новая механика, теперь при сложном уровне прохождения у игроков будет строго определенное количество раз на воскрешение. Почему-то я думал, что так было всегда. Так что да, Латро живет себе помаленьку. Недавно были ответы на вопросы от разрабов, но, к великому сожалению, никакой инфы про графический апдейт до сих пор нет. Ни намека, ни хоть какой-то инфы из разряда, насколько глобально это будет, и будет ли вообще. Конечно. Это, если честно, печально. И про ру-сервера тоже пока нет никакой инфы. Она не может появиться так быстро. Ребят, дождитесь хотя бы осени. Но это все ладно. Пожалуй, стоит перейти к новости, что называется шуруп выпуска. Недавно на сайте mmopopulation.com появилась новость, что количество активных игроков Final Fantasy XIV стало больше, чем у World of Warcraft. Многие с этой новости были в диком недоумении, кого-то порвало, а кто-то покрутил пальцем у виска. И, конечно же, проблема, ибо новость расфорсили абсолютно все говноновостники, но никто даже не пытался разобрать ее. Сам по себе сайт MMOPopulation — это такой портал, где в открытом доступе и в определенные периоды подсчитывается онлайн в MMORPG. По каким конкретно схемам, как он считается, никто не знает. Но вот сам факт, что в WildStar играют 13 тысяч человек и не делятся. Усюка. Нормально, да? Это уже говорит о крайне всратом подсчете, потому что WildStar абсолютно мертв. Про 500 000 в Destiny я тоже как бы помалкиваю. Это дико сомнительные цифры. Если рассматривать, например, сайт Altar of Gaming, то там, по крайней мере, они публикуют критерии, по которым делают подсчеты. И это все равно не особо точно, но по сравнению с MMOPopulation гораздо адекватнее, как мне кажется. Ну, короче, насколько этот сайт убогий, мы с вами выяснили. Он выдал информацию, что в WoW Retail играют 2,19 миллионов игроков, в то время как Final Fantasy XIV 2,49 миллионов. При этом в WoW Classic играет 1,46 миллионов. И, видимо, никого не смущает на этом сайте, что подписка у игры общая, и сейчас больше половины онлайна классики это люди с ритейла, которые ждут патча 9.1. И тот же Altar of Gaming выдает примерные цифры побольше, хотя я вынужден признать, что цифра в 3,5-4 миллиона подписчиков на данный момент вполне адекватная, учитывая временный застой ритейла, и все от скуки в классику гоняют как в какой-то тайм-волк на максималках. Сейчас, наверное, многие подумают, что ты фанбой и сделаешь все, чтобы не признавать, что Близзарды обосрались, и финалка лучше. Но нет, меня просто раздражают эти псевдосчетоводы. Однако тот факт, что финалка начала наступать Варкрафту на пятки, меня безумно радует. Вы можете мне не верить, но это так. И сейчас я объясню свою логику. Во-первых, недавно было интервью с Ясидой, директором Final Fantasy XIV, который выдал этакое откровение, что если бы не World of Warcraft, то перезапуска Final Fantasy XIV не было бы вообще. И они очень сильно любят, уважают WoW и вдохновляются им. И его постоянно приглашают в офис Blizzard в гости. Я напомню, что в свое время, в далеких 2000-х, WoW вдохновился первым EverQuest'ом, и многие вещи перенял у него. Об этом мы поговорим в обзоре на WoW обязательно. И история
история, она циклична. И сейчас WoW уже давно затмил EverQuest, который когда-то доминировал. Финалка 14 во многих механиках это тот же самый WoW, тот же самый EverQuest. Схожих элементов у них много. И вообще, я после обзора на WoW планировал сделать видос с сравнением WoW и финалки 14, показать как раз такие общие элементы и главные различия. Не срача ради, истины для, конечно. Так вот, ребята, никого не смущает, что World of Warcraft уже 17, сука, лет, а он до сих пор держит охренительный онлайн там в 4-5 миллионов, и по сути все еще самое популярное MMORPG, если брать именно количество подписчиков. Никого не смущает, что ММО, который через аддон будет 20 гребаных лет, до сих пор самая популярная MMORPG на Твиче, которая еще и рекорды ставит при старте классики и при старте Shadowlands. И в ней есть чертов киберспорт, она зарабатывает бешеные бабки. Сколько на пиратках игроков, их тоже стоило бы учитывать. И давайте вспомним, сколько у нее было убийц. Десятки и десятки. Это были игры, которые копировали WoW а-ля Rift of Tor, это были игры с другой механикой. А что в итоге-то? У WoW, конечно, просел онлайн, безусловно, оно и понятно. Но он все еще топ-1. Но спустя 17 лет Final Fantasy XIV это единственная MMORPG, которая действительно начала наступать ему на пятки. Не обогнала. Хотя в следующем аддоне все возможно, но она прям по пятам идет. И этому факту вы должны радоваться. Потому что Activision Blizzard компания очень богатая. У нее лютая выручка. Но совет директоров этой компании жадные ублюдки, которые попросту не хотят адекватно вкладывать бабло в игру. А оно у них есть, и этому есть масса доказательств. И единственная адекватная причина задуматься об этом, это когда WoW кто-то действительно начнет смещать с пьедестала, как в случае с финалкой. Чтобы эти сраные Вивенди, которые до сих пор рулят Близами, как? В смысле, вы не знали? Вы правда думали, что Близами руководит Бобби Котик? Вы даже не представляете, как сильно вы заблуждались все эти годы. Если хотите ролик, который откроет вам глаза на страшную правду, тыкайте лайк и пишите об этом в комментарии. У меня есть для вас очень интересный материал. Так вот, чтобы Вивенди начали действительно вкладывать бабки и не душить Blizzard, надо, чтобы кто-то ударил им по кошельку. На данный момент это финалка. В будущем, скорее всего, еще и Рунтера добавится. И вот тогда они реально зашевелятся и начнут свои действия продумывать наперед. Здравая конкуренция это всегда хорошо для игроков, а у Warcraft на данный момент есть проблемы, которых нет в финалке. Поэтому очень много людей начали миграцию из Азерота в Эорзию. Я думаю, что и в ру-сегменте таких было бы довольно много, но языковой барьер, сами понимаете. Так что выводы по этой новости. Первый, WoW все еще самый популярный MMORPG, хорошо это или плохо решайте сами. Второе, так продолжится еще несколько лет точно. Хотя, если Endwalker будет успешным, а он скорее всего будет успешным, то разрыв между этими играми станет еще меньше. Но опять же все зависит от того, какой аддон презентуют Близы уже этой зимой. Третье, чем ближе финалка к WoW, тем лучше для игроков. Конкуренция это офигенно. Так что Есида, продолжай, ты молодец. А на этом на сегодня все. Если ролик был интересен, не забывай ставить лайк и подписываться на канал, оставлять один или несколько комментариев в поддержку. Обязательно заглядывай на Twitch, в Discord и паблик ВКонтакте. Спасибо тебе за просмотр. И до скорых встреч. Пока.